«Хищные птицы». Кристина Хадсон, сценарист «Хищных птиц», говорит, что этот фильм не связан с существующей вселенной DC и скорее продолжает историю Харли Куинн, нежели является следующей частью фильма «Отряд самоубийц». Именно в фильме 2016 года Марго Робби дебютировала в роли популярного персонажа DC Comics Харли Куинн. Фильм был хитом кассовых сборов, но реакция зрителей и критиков на саму работу была, конечно, неоднозначной. Сюжет фильма. Автономный подход Хадсон к «Хищным птицам» даст зрителям версию Харли, которую они быстро полюбили, но также позволит фильму стать новой отправной точкой для интересного сюжета. Официальные и неофициальные взгляды на «Хищных птиц» указывают на то, что Харли растет как персонаж, начиная ровно с того момента, где она оказалась в концовке «Отряда самоубийц». Она зачеркнула татуированное упоминание о Джокере и, кажется, окончательно забыла про него. Вот с этого-то и начнутся «Хищные птицы», восхитительно названная картина Birds of Prey, своего рода официальный выход из «Отряда самоубийц», где Марго Робби исполняла роль Харли Куинн. Хотя и снова окружена совершенно новым отрядом. В состав этой женской команды входят Черная канарейка, охотница и детектив Ренни Монтоя, Рози Перес, которые объединяются, чтобы спасти Кассандру Каин, Элла Джей Баска, она же будущая Бэтгерл. Плохой парень здесь, Черная маска в исполнении Эвана Макгрегора. Криминальный босс с Готэм-Сити, который, как предполагает прозвище, надевает черную маску, скрывающую его истинную личность. Крис Мессина еще больше усложнит сюжет, когда предстанет в злодейском образе серийного убийцы Виктора Заса. Кто есть кто в «Хищных птицах»? Марго Робби, Харли Куинн, впервые представленная в «Отряде самоубийц» 2016 года, Харли Куинн, бывший психиатр, которая погрузилась в романтические отношения с психопатом-убийцей Джокером, его играл Джаред Лето, и стала его постоянной спутницей в криминальном мире Готэма. Сюжет «Хищных птиц» рассказывает историю, которая происходит после событий «Отряда самоубийц» и разрыва отношений Харли с Джокером. Мэри Элизабет Уинстед, охотница, дочь печально известного криминального авторитета Хелены Бертинелли, встала на страже добра, теперь она больше известна как охотница в DC Comics. Такой псевдоним она взяла после того, как ее семья была убита в мафиозной разборке. Хотя ее приключения в комиксах часто заканчиваются кооперацией с Бэтменом, ее готовность использовать смертоносные методы для обезвреживания преступников, включая любимое оружие, ручной арбалет, отличает ее от Темного рыцаря. Джерни Смоллет Белл, Черная канарейка. История канарейки немного запутана на протяжении всех сюжетов комиксов DC, но Черная канарейка всегда была опытным бойцом, чей голос служит мощным оружием, способным вызвать звуковую волну. Она часто выступает в паре с героем-лучником Зеленой Стрелой, когда не работает со своими напарницами из «Хищных птиц». Рози Перес, Ренни Монтоя, детектив из департамента полиции Готэм-Сити. Ренни Монтоя часто обнаруживала, что работает над делами, которые пересекались с расследованиями Бэтмена. Наряду с развитой ловкостью в раскрытии преступлений, связанных с участием сверхдержав, она также заслужила хорошую репутацию в борьбе с коррупцией в отделении полиции. Она была одним из ближайших союзников Бэтмена в GCPD, наряду с Джимом Гордоном, в течение многих лет. Элла Джей Баска, Кассандра Каин. Хотя синопсис «Хищных птиц» описывает ее как молодую девушку, которую Харли защищает от криминального авторитета, Кассандра Каин является гораздо более независимым персонажем в мифологии DC Comics. Дочь двух величайших наемных убийц в мире, Кассандра Каин была воспитана быть хладнокровным убийцей, но в конце концов нашла свой путь в служении свету и стала ученицей Бэтмена. Некоторое время она носила костюм Бэтгерл, а теперь продолжает оставаться одним из самых эффективных агентов Бэтмена в его войне с преступностью. Крис Мессина, Виктор Зсас. Виктор Зсас – один из часто встречающихся в комиксах противников Бэтмена. Он садист и серийный убийца, известный тем, что оставлял на своей коже особый след в память о жертве. Его многочисленные убийства привели к тому, что большая часть его тела стала покрыта шрамами в честь многочисленных жертв его безумной деятельности. Эван Макгрегор, Черная маска в мире DC Comics. Вор в законе и мафиози Роман Сионис был известен своим увлечением древними масками, но стал постоянно ассоциироваться с именем «Черная маска», после того,
как после битвы с Бэтменом случайный взрыв изуродовал его лицо, после чего тот больше не снимал маску. Его склонность к пыткам и чрезмерной жестокости быстро сделала его одним из самых колоритных членов галереи врагов Бэтмена.